Карим Бензема настроен на уход из Аль-Иттихада. Новые подробности Европейской Суперлиги. Финальные переговоры Баварии и Ньюкасла. Будущее Дэвиса. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Ливерпуль объявил, что Мохаммед Салах сегодня вернется в расположение клуба и начнет проходить реабилитацию после перенесенной травмы задней поверхности бедра. Мохаммед Салах вернется в Ливерпуль в среду и приступит к интенсивной программе реабилитации с медицинским отделом клуба. Травма, полученная нападающим в матче за сборную Египта, оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. Ливерпуль достиг договоренности с Египетской футбольной ассоциацией о том, что Салах будет восстанавливаться в Англии. По возвращении в клуб Мохаммед немедленно приступит к реабилитационной программе, чтобы как можно скорее вернуться в строй и выйти на поле в матчах за клуб и сборную, сказано в заявлении Ливерпуля, опубликованном на официальном сайте клуба. Также поступала информация о том, что Мохаммед из-за этой травмы пропустит 3-4 недели. Полузащитник Артура Видаль перешел в чилийский клуб Коло-Коло, сообщает пресс-служба клуба. «Я вернулся и надеюсь добиться важных результатов. Этот год будет замечательным. Мы вернем Коло-Коло на то место, которое он заслуживает». В прошлом сезоне клуб занял третье место с 54 очками. Видаль является воспитанником Коло-Коло. Он прошел путь от Ю-21 до основной команды. За основу футболист выступал с 2005 по 2007 год, а после перешел в немецкий Байер. За этот период Видаль выиграл с Коло-Коло 3 чемпионства в чилийской лиге. Хавьер Тебас высказался о разногласиях с Флорентино Пересом. Глава Ла Лиги поделился мнением о стремлении президента Реала организовать Суперлигу. Когда кто-то хочет вломиться в ваш дом, вы не сможете договориться с человеком, который хочет вас ограбить. Цель Флорентино Переса состоит в том, чтобы крупные клубы, самые богатые клубы с самыми большими активами смогли управлять футболом в Европе, а остальные просто вассалы, которые должны быть довольны тем, что им дают. Фундаментальные разногласия, которые существуют между мной и Флорентино, заключаются в совершенно противоположных моделях профутбола, как на национальном, так и на европейском уровнях. Здесь нет компромиссов, все либо черное, либо белое. Здесь нет серого цвета, сказал Тебас. Руководство Баварии определило, что оно однозначно продаст Альфонсо Дэвиса грядущим летом при условии, если он не откажется от желания увеличить заработную плату до 13-14 миллионов евро в год. Об этом сообщает Bild. По их информации, в ближайшие месяцы Бавария возобновит переговорный процесс с представителями канадского игрока о пролонгации его трудового соглашения. Зарплатные ожидания Дэвиса станут ключевым фактором в итоге этих переговоров. Напомню, что на протяжении последних месяцев активно появляются слухи о заинтересованности мадридского Реала в Дэвисе. По информации Трансфермаркт, рыночная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро. Испанская Севилья сохраняет интерес к Сердару Азмуну, который выступает за итальянскую Рому на правах аренды. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, Рома не намерена досрочно прерывать аренду иранского футболиста, несмотря на интерес к Азмуну со стороны Севильи. Отмечается, что новый главный тренер римлян Де Росси желает поработать бок о бок с Сердаром. Журналист Франсуа Галларда в соцсети Twitter поделился новыми подробностями по поводу будущего Кильяна Мбаппе. Он заявил, что Мбаппе не заключал никаких соглашений с мадридским Реалом, будь то письменные документы или устная договоренность. Более того, Кильян не контактировал с представителями королевского клуба уже более 15 дней. Галларда также добавил, что в личной беседе Кильян дал понять, что намерен определиться со своим будущим клубом в марте этого года, то есть примерно через 1,5 месяца. Несколько источников недавно сообщили о том, что Мбаппе согласовал свой контракт с Реалом, а испанский клуб, в свою очередь, готов закрепить за именитым французом 10-й номер, под которым сейчас выступает легенда клуба Лука Модрич. Карим Бензема обратился к руководству футбольного клуба Аль-Иттихад из Саудовской Аравии с просьбой временно покинуть команду. Об этом сообщает агентство AFP.
Руководство саудовского клуба предложило Бензема перейти в другой клуб из Саудовской Аравии на правах аренды, однако нападающий ответил отказом. По информации издания, француз считает, что не сможет проявить себя в клубе из-за давления. Контракт Бензема рассчитан до 26 года. Ранее Карим был отстранен от тренировок с Аль-Иттихадом, поскольку не прибыл вовремя в расположение команды после отпуска. В настоящее время футболисты клуба готовятся к возобновлению сезона. Кроме того, появилась информация о связи Бензема с Арсеналом. Лондонский клуб не ведет никаких переговоров с саудовским Аль-Иттихадом. За последние 48 часов я получил много вопросов от фанатов Арсенала в отношении Карима Бензема. Из того, что я слышал, между Каримом Бензема и канонирами не происходит ничего. На сегодняшний день Арсенал не работает над подписанием француза. Это просто неправда. Такова реальность. Я не хочу продавать вам мечты. Я знаю, что имя Бензема волнует многих фанатов по всему миру, но на сегодняшний день, насколько мне известно, Арсенал не работает над этой сделкой. Приводит слова Фабрицио Романо Talksport. Анас Лаграри, который является соучредителем компании А22 Sports Management, которая владеет Суперлигой, заявил, что были проведены переговоры с 50 клубами и ответили «да» 20 из них. Я не хочу называть их имена, потому что не хочу их разоблачать. С 21 декабря мы поговорили примерно с 50 различными клубами. Около 20 из них очень-очень мотивированы проектом. У нас уже достаточно клубов, чтобы начать соревнования. Мы очень заняты переговорами с различными клубами, фанатскими ассоциациями, игроками и людьми, которые вовлечены в футбол на повседневной основе. Все они призывают нас лучше понять этот проект. Поскольку предлагать альтернативу возможно и законно. Участники хотят работать. Мы можем работать вместе, чтобы улучшить футбол. Приводит слова Лаграри о West Friends. Также была информация о том, что старт соревнования намечен на сентябрь 2025 года. Саудовский Аль-Насср заинтересован в услугах правозащитника МЮ Аарона Ван-Бисаки. Об этом сообщает журналист Майк Макград в Твиттере. По его информации, саудовский клуб переключил свое внимание на защитника Красных Дьяволов после того, как не смог договориться с Тоттенхэмом о трансфере Эмерсона Рояла. Ранее главный тренер МЮ Эрик Тен Хаг заявлял, что Манчестер Юнайтед ведет переговоры о продлении контракта с Ван-Бисакой. Вчера представители Ньюкасла и Баварии должны были провести встречу для обсуждения условий перехода защитника Сорок Кирана Трипье в мюнхенский клуб. Об этом сообщает Bild. По их информации, эта встреча должна стать финальной в переговорном процессе между клубами. Именно в ходе нее окончательно должно определиться, перейдет ли футболист в Баварию или останется в английском клубе. Мадридский Реал продлил контракт с 26-летним центральным защитником Эдером Милитау до 2028 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба. На текущий момент игрок проходит реабилитацию после разрыва крестообразной связки, который он получил в начале сезона.